начинается наше утро. Первым делом включаем свет уточкам. На улицу сразу не выпустишь, они должны снести хотя бы большую часть яиц. Потому что в саду эти самые яйца соберут шустрые вороны, которые постоянно караулят поблизости и не боятся даже Людовика. Теперь можно почитать ваши комментарии. День должен начинаться с приятного. Читаю ваши сообщения, пожелания, захожу на ваши странички, чтобы узнать, что у вас новенького. На это у меня 1 час. И еще 1 на просмотр снятых накануне кадров и небольшой видеомонтаж. Но это видео будет не о моей блогерской деятельности. По предложению, сделанному в одном из комментариев от Татьяны, хозяйки канала Татьянин День Беларусь, в этом видео я поделюсь своим мнением о всех плюсах и минусах жизни в деревне. Но вначале я хочу поделиться с вами одной приятной новостью. Я наконец-то получила долгожданную открытку из Франции. Она шла ко мне очень-очень долго, и, признаться, я уже не надеялась, что ее увижу. Карансон-эн-Веркор. Небольшой туристический городок с прекрасными горными пейзажами. Если вы подпишетесь на канал Артур Кин и первым отправите в комментарии под видео фразу «Хочу открытку», то такой милый подарок отправится и к вам. В описании к видео для всех желающих я оставлю ссылку на этот канал. Еще одна замечательная новость. Из 9 яиц, которые остались в моем импровизированном инкубаторе, вывелось 7 маленьких пушистых комочков. И в моей деревенской жизни прибавилось новых забот. Нужно заглянуть и проверить, все ли в порядке, не заблудился ли кто. Может, кому хочется кушать. Долить водички.
А может, кто-то соскучился и хочет поговорить? Но по большому счету это просто желание подольше побыть с ними. Ведь утятки растут так быстро, и совсем скоро эти пушистые комочки превратятся в больших взрослых уток. Но вернемся к обсуждению прелести деревенской жизни. Если вы не любите сидеть сложа руки, то домик в деревне – это то самое место, где вы будете счастливы, как в раю. Так как чего-чего, забот здесь хватает. И на одно выполненное задание приходится 3 новых. Я люблю быть чем-то занятой, и поэтому не было ни минуты, чтобы я пожалела о том, что когда-то переехала из города в деревню. Даже несмотря на то, что поначалу мы жили в маленьком деревянном доме, из удобств в котором были только свет и 2 дровяные печки. Стройка продвигалась очень медленно, так как мы все делали своими руками. Я знаю, что были те, кто смеялся, глядя на наши усилия и темпы продвижения стройки. Я не знаю, как там дела у тех, кто смеялся, но у нас теперь есть гордость за себя и за то, что мы смогли это сделать. А также уютный дом, который, как я заметила, просматривая старые фото в мамином альбоме, так похож на дом моих дедушки и бабушки, тот, в котором родилась и выросла моя мама. Мне нравится жизнь в деревне со всеми ее заботами. Но все мы разные, и, возможно, пожалуй, даже наверняка, кому-то она покажется не такой сказочной. И первым минусом жизни в своем домике в деревне, пожалуй, можно указать вечный ремонт и непрекращающуюся стройку. Здесь постоянно что-то выходит из строя и требует ремонта, который порой не терпит отлагательств. А душа бесконечно стремится к каким-нибудь обновлениям и дополнениям. Но что поделать, здесь вы владелец гораздо большего пространства, и, соответственно, за это приходится платить. Но если вы творческая личность, то этот минус превращается в плюс, так как именно здесь у вас будет возможность воплощать в реальность многие ваши планы и проекты.
В этом году я решила создать небольшой лесной уголок на своем участке. И именно для него я купила несколько кустиков брусники. Этому растению 2 года. Надеюсь, у меня они будут расти быстрее. Так хочется поскорее попробовать, какое оно на вкус. Это брусничное варенье. Чуть позже здесь появятся кустики Вероники Дубравны, земляники и лесной фиалки. Но в своем деревенском дворике вы не только можете выращивать овощи, ягоды и фрукты. Именно здесь, рядом со своим домом, вы сможете организовать небольшую мастерскую, которая, возможно, поможет заработать вам денег на бесконечные идеи, проекты и переделки.